Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я поделюсь с вами 10 главными и важными правилами укладки плитки, которые стоит знать перед тем, как приступать к работе. Эта информация будет полезна как новичкам, так же и тем, кто плитку уже укладывал. Ну что же, поехали по порядку. Первое, с чего стоит начать укладку плитки, так это с проверки стен, на которые вы собственно ее и будете укладывать. Потому что стена может быть завалена вверх, завалена вниз, а также в принципе сама по себе вся неровная, в буграх и впадинах. И от этого будет зависеть, какой слой плиточного клея вам придется укладывать в первом ряду. Потому что, к примеру, если у вас стена завалена сверху, а вы плитку начнете ложить снизу под гребенку, то уже на 3-4 ряд, в зависимости от того, насколько завалена стена сверху, у вас уже совершенно не будет места под плиткой для клея. Плитка уже будет упираться в стену, хотя идти будете вы по уровню. Также и наоборот, если первый ряд вы дадите на толстый слой, а стена по уровню завалена снизу, то кверху выйдете на очень толстый слой. И помимо проверки ровности стен, проверьте еще и качество плитки. Сложите их вместе друг к другу. Посмотрите на плоскость, нет ли у них пуза наверху, также это можно проверить при помощи обычного уровня. Также посмотрите на длину плитки, совпадают ли они, либо одна, хоть на миллиметр, но длиннее, либо же короче другой плитки. Если плитка вся идет в разнобой, лучше ее посортировать по размерам, потому что если так ее и ложить, то все швы у вас будут расходиться, либо же сходиться. Также визуально пересмотрите всю лицевую сторону плитки, потому что на ней может попасться брак производства, и от этого никто не застрахован. Даже я вроде бы и перебирал всю плитку, а одну пропустил, уложил ее в стену, но хорошо, что вовремя заметил, а иначе бы она так и осталась у меня на лицевой стене с вот таким некрасивым браком. Кстати, хочу сказать, что эта укладка плитки происходит у меня в котельной, и укладываю я керамогранит. Следующее правило — это раскладка плитки. Здесь в принципе хозяин барин, но нужно знать все способы. Например, в моем случае плитка укладывается без подрезки, так как я сам рисовал план дома, все просчитывал, также штукатурил стены, все подробные видео уже есть у меня на канале. И у меня как раз получается в аккурат влазит 4 полные плитки по 60 см длиной с учетом швов 2 мм. Но в основном в углах получается подрезка. Если нет возможности нормально подрезать, рассчитать, либо же вы этого делать не умеете и хотите делать как можно меньше подрезок, то можно плитку укладывать просто с одного угла, а во второй угол приходить подрезкой. Но здесь для визуальной красоты видимые углы, например, когда вы входите в комнату, тот угол, на который бросается взгляд в первую очередь, делайте ровной плиткой, а к краям, также к дверным проемам, в которые вы входите, делайте подрезку. Это в глаза не бросается, а видеть только будете вы при выходе. Но если же у вас есть возможность, есть нормальный плиткорез и вы хотите заморочиться, то тогда делим комнату пополам и с центра начинаем раскладывать плитку в обе стороны, подходя одинаковыми подрезками по обеим сторонам. То же самое касается и отбивки 0, откуда вы будете стартовать плиткой. Одни плиточники предпочитают укладывать плитку от пола и гнать ее вверх, а вверху как выйдет подрезка либо же нет. Но как по мне, визуально более красиво, когда вверху под потолком вы заканчиваете целой плиткой. Да, так тяжелее, придется все рассчитывать. Но зато визуально, когда вы заходите в комнату, вам бросается центр комнаты и потолок, а не низ, который, например, в котельной будет заставлен различным оборудованием, а в ванной и санузлах там будут унитазы, ванны, раковины, тазики и все остальное, что будет закрывать низ подрезанной плитки. А верх будет виден, и неподрезанная плитка вверху смотрится красивее. А 0 отбить проще всего по лазерному уровню, да и вообще для окладки плитки лазерный уровень просто необходим. Находим точку, с которой мы будем стартовать, выставляем по ней лазерный уровень, отбиваем горизонт, берем обычный профиль для гипсокартона, CD, UD без разницы. Главное, чтобы полоски были длинные, целые, и примонтаживаем их к стене, строго по уровню. Там, где у вас дверной проем, там бросаем цельный профиль, не обрезаем кусочки, потому что здесь вы сможете сильно накосячить и положить плитку криво. А в следующем видео я подробно расскажу о том, как правильно обойти плиткой дверной проем, чтобы все было красиво. На первый взгляд кажется это очень легко и просто, но не тут-то было. Так что подписывайтесь и не пропускайте выход следующего видео. Следующее правило — это правильный замес клея для плитки. Фирму называть не буду, но вы точно должны знать, что клей для плитки делится как минимум на 4 варианта. Первый, самый простой клей — это клей для керамической плитки и только для стен. Следующий вид клея, он уже подходит для керамогранита, а также для плитки пола. Третий вид клея, он стоит еще дороже, но он уже подходит для крупного керамогранита и камня.
Ну и четвертый плиточный клей – это тот клей, на который можно укладывать керамогранит, песчаник, камень, как внутри помещения, так и снаружи, и даже облицовывать камины. В среднем одного мешка 25 кг хватает для того, чтобы замешать 2 10-литровых ведра плиточного клея. А на одно ведро вам нужно добавить сначала 3,5 литра воды, а затем засыпаете клей и перемешиваете при помощи миксера. Если вы добавили воды очень мало, то тогда вы можете столкнуться с вот такой ситуацией. Клей начнет ее быстро напитываться, и у вас начнет крутиться в ведре не только клей, но и само ведро. И все будет разлетаться в разные стороны. Поэтому лучше воды немножко добавить больше и затем подсыпать сухого клея и снова подмешать, чем пытаться делать замес с малым количеством воды. Вы это уже увидели. Также не забывайте, после первого замешивания клея дайте ему отстояться хотя бы 5 минут и снова перемешайте, потому что он начинает очень быстро густеть. А второе перемешивание делать его снова эластичным, и работать им можно будет уже достаточно долго. Пятое правило, оно достаточно щепетильное, поэтому обязательно приглашаю вас обсудить это в комментариях. А заключается оно в следующем. Куда наносить клей? На плитку либо же на стену? Здесь мнения сильно разделяются. Потому что и тот вариант, он правильный. Здесь уже дело в удобстве. Как видите, я выбрал нанесение клея на плитку. И обратите внимание, как я это делаю. Так как это керамогранит, я сначала хорошо притираю клей, чтобы получилась хорошая адгезия к поверхности. А уже потом делаю ляпухи и сдираю их под гребенку. А также, как вы видите, по краям клей я не наношу. Применяя такой способ при укладке плитки, все швы и торцы плитки всегда у вас будут чистыми, и после затирки они будут красивые. В отличие от того варианта, когда мы делаем скоростную укладку плитки, а именно наносим под гребенку клей на стену. Так получается действительно быстрее, но здесь есть два минуса. Во-первых, придавливая плитку, клей вылазит через швы наружу, и постоянно вам придется подтирать этот клей. Иначе, если вы его не подотрете, потом затирка швы не перекроет. И это будет некрасиво. Но во-вторых, для приклеивания керамогранита, если вы будете не сильно придавливать, боясь, что клей вылезет, керамогранит в конечном итоге у вас поотваливается. А также в принципе и керамическая плитка, потому что будет слабая сцепка, а керамическая плитка, она очень впитывает влагу, клей быстро подсохнет и держаться она будет недолго. Ну а вы же напишите, как делаете вы. Наносите на плитку, либо же на стену. Шестое главное правило – это ровно уложить по уровню первый ряд. Как я и говорил, что штукатурил стену я сам, и также выставлял маяки сам, подробное видео есть на канале, то стена у меня получилась идеально ровная в обеих плоскостях. Поэтому плитку я просто устанавливал на прибитый металлический профиль и ровно простукивал ее. На первом ряду я уровень применил, чтобы наверняка выровнять ее, а уже затем просто накидывал последующие ряды с использованием дополнительных материалов, таких как клинышки, крестики и самое главное это СВП – система выравнивания плитки. Так как первый ряд у меня ровно приклеенный, то каждый последующий ряд система выравнивания плитки выводит в плоскость, и соответственно уровень у нас продолжается вверх. Но если вы кладете плитку первый раз, то не зазнавайтесь и проверяйте каждый ряд по уровню. Система выравнивания плитки состоит из специального крепежа, который вставляется в шов между двумя плитками, а также клинышек, который собственно и выводит в плоскость обе плитки. Но кроме СВП вам еще потребуются специальные зажимные пассатижи. При помощи них идет очень плотный поджим. Как видите, плитка с легкостью выводится в плоскость, и визуально, даже если вы отклоняетесь от уровня, стена смотрится очень ровной. А снимать СВП с плитки очень просто, но также есть небольшой нюанс. Как показывают многие блогеры, а также производители в своих видео, что просто нужно молотком сильнее добить клинышек, и крепеж отламывается. Он то отламывается, но в швах у вас остаются вот такие пластмасски, которые потом нужно будет при помощи ножа обрезать, иначе они будут у вас торчать со шва, даже когда в шов вы будете носить затирку. Поэтому сбиваем СВП следующим образом. Молотком бьем в торец крепежа. Так он отрывается от подошвы, и шов остается чистый, и при этом клинышки не страдают, а их можно еще пускать не в один оборот в работу. Но сбивать СВП нужно не сразу после укладки плитки, а через 2 суток, когда полностью клей высохнет. Следующее важное правило – это подрезка плитки. Если вы хотите, чтобы все было ровно и красиво, а также дешево и сердито, и плитки в доме вам укладывать очень много, либо же вы собираетесь работать плиточником, то покупайте себе хороший плиткорез. Не обязательно сначала раскошеливаться на плиточный станок, а обычный рельсовый, либо же как у меня монорельсовый, он очень крепкий плиткорез отлично справляется со своей задачей. Если же вам нужно положить плитку в котельной, либо же в одном санузле, то тогда лучше всего попросить у друзей, соседей, либо же взять на прокат. А подрезать плитку болгаркой можно только в том случае,
если при укладке плитки вы в углах ее перекроете другой плиткой и не будет видно вот этих обрезанных и сколанных краев, потому что резка болгаркой без воды в любом случае будет делать сколы, независимо каким диском вы будете резать. Но если болгаркой будете резать наружные углы, то тогда устанавливайте пластиковые либо алюминиевые уголки, чтобы скрыть все те же грехи от порезки. Также, что касается отверстий в плитке, чем их лучше всего делать, как в керамике, так и в керамограните, отверстия лучше всего делать алмазной коронкой. Заказать их можно хоть в Китае на AliExpress, хоть купить на рынке. Только ими высверливать отверстия нужно обязательно с непрерывной подачей воды. Можно одной рукой резать коронкой, а второй рукой с бутылки поливать воду. А можно сделать проще, как это сделал я. Просто взять кухонную мочалку, этой же коронкой, вырезать в ней круг, коронку с мочалкой, опускаем в воду, чтобы мочалка напиталась, и затем сверлим отверстие. И у вас идет автоматическая подача воды, коронка не горит и отверстие быстро вырезается. Ну и последнее, это конечно же затирка. Ее мы наносим после того, как удалили все крестики, СВП, а также просмотрели швы, и если вдруг там какие-то остались остатки клея, то мы их также удаляем при помощи канцелярского ножа, либо же наждачки. Замешиваем затирку, она должна быть гуще сметаны, я бы даже сказал, такая же как клей, либо как шпаклевка. При помощи резинового шпателя забиваем затирку глубоко в швы. Не делаем поверхностную затирку, потому что она со временем может высыпаться. Проходим все на сдир, даем затирке в швах подсохнуть, но не высушиваем ее полностью. Затем берем вот такую мочалку, она прорезиненная, и начинаем затирать излишки затирки. Причем почаще эту мочалку промывайте в чистой воде. Но затем берем сухую тряпку, либо же фибру, и натираем плитку начисто. При этом стараемся швы не задевать, потому что там затирка еще сырая. И как видите, швы получаются красивые и гладкие. Видно, где затерто и обработано, а где еще швы не обработаны. Вот собственно и все правила, которые следует знать, чтобы быстро, ровно и красиво укладывать плитку. Если же вам есть чем дополнить мой рассказ, то обязательно напишите об этом в комментариях. Мне и зрителям будет очень интересно. Кому информация с данного видео была полезна, поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю легкой работы и удачного дня. До встречи в новых видео, пока!